бетон и полы? Нет? Тогда мы к вам идем. Ну что, друзья мои, коль пошла такая пьянка, мне удалось уже даже начать ломать камин. Здесь вот такая плита бетонная какая-то лежит. В общем, наша цель, мы должны оставить только бетонную платформу, основу для будущей каминопечки. Остальное все здесь должно быть пусто. Пусто. Вот эта труба остается, и эта стена остается. Все остальное вот это ломается. Фух. Мешает. Исторические моменты. Муж вершит историю. История. Фонарик. Фонарик. Как вообще это устроено, просто я не понимаю. Вот, плиту не снять, потому что здесь мешает эта заслонка. И кроме как отрезать ее, мы ничего не придумали. Все, да. Все, отпилил. Теперь плиту снимаем, она такая тяжелая, я ее никак. Потом муж будет пол дальше, что надо успеть до утра, всю ночь будем делать. А я буду камин разбирать. Скидывать на пол. О, боже. А как ты хочешь? Ты сказал, когда я кидала кирпичи, что вдруг сломается пол. Как нести ее, я не знаю. Только если... Вдвоем, может быть, с Сергеем. Еще надо приподнять, чтобы вытащить это. Подложить что-нибудь, еще одну лапу. Все, молчу. Я молчу. Так. Колонн, может быть, туда вовнутрь засунуть. Иди сюда. На вот эту штучку. Я сейчас приподниму. Вот сюда положишь. Хорошо. Посередине. Есть. Так. Теперь надо оттуда вытащить. Ага. Подвакиваем кирпич сюда. Ее кинуть надо, да? Ну, она раскололась, да? Да. А какая тут очень Он ее выпилил. выпилил. Боже. Боже. Ну вдвоем, да? Вдвоем. Нести вдвоем, а кидать туда. Ноги только береги. Да. А так все можно сломать здесь. И лаги, и все. Уже не вдвоем. Угу. Уже Вот это маленькое мне маленький в карман. Да, бетон. бетон, да. Заказная была плита. Ну вот как там, видишь, было раньше. А вот было без плиты Ну раньше. там же сейчас это. Порог двери, ради бога. Да я еще не слышал. Ты еще раз ее урони. Еще раз урони, да.
сейчас долбануть. Ну, а здесь цемент, здесь мне сложно сказать. Ой, ой. Вася. Они... Нет, он так... Как так? Нет, не начинай, я буду сразу носить, я же сказала. Все, давай я теперь. Не в этой. Нет, не в это. Я ношу. Ты делаешь пол, я разбираю камин. Все. Кристина, вот Кристина, все. не ходи пока. Пусть она посмотрит. Все, я сама Смотри, дальше. камин ломаем. Постой, посмотри. Не надо зайчик. мне кричать, боже мой. Никто не кричит. Вышло прям... Вась, иди за пол делай, я буду это Что делать. пол делать? Ты делаешь пол. Я ношу кирпичи, разбираю. Не трать время. Мы не успеем до утра. Давай, все, камин я. Камин, прощай. Хороший был, но будем скучать. Теперь до утра я должна это все разобрать и сложить. Прощай, родной. Жалко. Муж в песочнице играет. Так мы проводим свое лето. Играется, сидит. Вот, а я присела отдохнуть. Камин вот так внутри. Руины, разрухи. Ой. Вот так это все выглядит. Ой, ну вот совсем немножко осталось. В общем, да, все разрушили, что могли. Разрушили, чтобы создать. Надеюсь, бабушка с дедушкой не обижаются на нас. Мы все построим новое, красивое, тоже как они нам когда-то. Какая дырка. Труба. Туда никто не залетит. Птица или летучая мышь. Ой. Змеюка какая-нибудь заползет. Вот, муж начинает вывозить песок. Здесь да, надо вывести весь песок до черного пола, снять перекрытие, снять черный пол. И тогда будут оголяться лаги. Вот сейчас их тут раз, два, 3, 4, 5 перед нами есть. Они будут стоять совершенно по-другому, поперек, потому что доски будут лежать вдоль от окна по правилам. Вот, и теперь начнется выгрузка, вывоз вот этого песка. Нам надо успеть до утра. Что утром придет мастер, поедут за новым материалом, уже на работу надо, домой надо. Поэтому надо до утра успеть. Вот Сергей пришел, ахнул. Ахнул. Ну что, мы тут переработали. Пришел, удивился, как и хотел. Да, ну вот. Пошел песок, пошел черный пол, я сейчас перекидаю. Вот так вот. Печки нет. Вы заметили? Да, я вижу. Да. Я думал, только ей не будет. Нет, да, нет. Потому что придет печник, и на все это нам нужно теперь, поскольку у нас нету печки, нам надо сделать и камин, и печку, правильно? Надо две доски, там надо дверь снять. Во, надо дверь снять. петель. Там даже и не подобраться, там. Я боюсь, что дверь ее там окна. Ну, без шуруповерта не снять. А обычно отвертка это типа. Ну, или это большую крупную отвертку. долго, да? Да не как долго, не долго его снимается, что. Где отвертка? Я ничего не вижу, мне все как в тумане. Я все постелила, там резиновые коврики. Нифига. Подоконники здесь. Вот такая вот. У меня все в тумане. Такая вот. Сразу чище стало как-то все там. Больше места. Нет, больше надо. Ну, там мне искать надо. Это такие все старые, что. Все уже нашел. Здесь, да? И кто же это пришел-то? Ай, все строят, покушать ничего не дают. Да ты зайчик. Ух ты. Ну, есть там что-то или принесу сейчас? Пусто, что ли? Ой, сейчас бегу. Вот у нас что творится. Что у нас творится?
во дворе. Это камин. Это часть пола. Это печка. Песок в машине. И здесь еще строим такой. Ой, какой закат. Красный. Сейчас поедем, будем засыпать дырки, ямки в дороге этим песком. Где все ездят, чтобы когда дождь, тогда не проваливались бы туда колеса. Обычно так мы делаем. А какая-то тетенька идет из леса. Господи, поздно так. Вот так вот ходит, а потом пропадает. Дама не молодая. И вот все ходят по лесу в такое время. Чем поздно. Столько случаев всяких. Но вот только сейчас, недавно случай был на днях. А женщина 83 или 5 лет ушла в лес. И нет, и нет, и нет. И заблудилась, и начали искать. И искали много дней, и с полицией искали, и потом так, что полиция прекратила поиски, и только волонтеры, добровольцы искали. И через 5 или 6 дней нашли. Мало того, она еще выжила, слава богу. Выжила. И вроде бы в этот день, когда ее нашли, у нее еще был день рождения. Представляете, да, вот отпускать так своих родственников. Вот они как бы не спрашивают. Вот взяла и пошла, да, вот тоже дама не молодая, вот ходит здесь уже темно. Просто страшное дело. Страшно за них. Мы поехали отвозить песок. Будем засыпать здесь сейчас ямки, дырки. Темнеет очень быстро, поэтому я еду, чтобы хотя бы фонариком посветить, потому что тягать песок с меня толку никакого, конечно, тяжесть. Дикая черная работа. Это просто. Я свой канал буду переименовывать в Золушку. Тух-Катрину на эстонском. Золушка будет канал называться, потому что это просто. Вот сейчас вам покажу, как муж закрывает эти дырки. Бедный, вообще он еле стоит на ногах. Вот видите, вот здесь вот эти вот колея, дырки, всегда вода здесь стоит, когда на машине едешь. И вот мы вот это засыпает он. В небе опять сумасшедшие звонари. Не успокоится никак. Весь двор уже, не двор, а этот берег, упоясанными трубцами, издыханными телами. И все равно они в воздухе кричат, пищат и никак не кончатся. Ну вот я начинаю в черный пол этот вскрывать как бы. Он лежал на рубероиде, вот так этот песок. Теперь там внизу черный пол, опять песок. Вот этот черный сейчас начинаем снимать. Доброе утро, мои хорошие, мои любимые. Теремукаллит. Теремикост. Друзья, цените пол, когда он у вас есть. Когда вы выходите рано утром выпить кофе, а у вас вот так. Муж спал, я сама видела. Честно, он не всю ночь здесь был. Вот так живем. Убираем черный пол, ждем мастера уже. День начался вообще. Ну вот, последнее вынесли. Доски здесь кое-какие почему-то приколочены. Здесь как фундамент какой-то около камина. Каменный вот тут. Не знаю, что это такое. Наверное, там и есть та самая капсула. Куда здесь класть свою капсулу в бутылке, как вы советуете? Я не представляю. Зарыть песок. Честно говоря, мы все в полуобмороке здесь. От этой дикости. Представляете, да, вот тут жить? Как? Это, конечно, просто... Не знаю, через 50 лет кто-то будет скрывать эти полы, я очень сильно сомневаюсь. Ну, может быть. Кто захочет еще пройти такой путь? Ужас. О, боже.
Все. Зато, главное, занавески никто не снял, что самое интересное. Кто не снял занавески? Чистенькая такая, свеженькая тюль. Уж поехал опять развозить песок, остатки. Мастер уже звонил, сейчас придет. Вот здесь, видите, какая-то каменная плита. Мне кажется, там есть, может быть, эта капсула. Я могу здесь карандашиком на песке начертить. Ну, в общем, все. Мы это сделали. Наверное, самое страшное, что можно было представить, мы это прошли. Все бы ничего, но еще удаление печки с камином, это, конечно, было очень неожиданно. Очень неожиданно. Но когда начинаешь что-то вскрывать одно, тянется другое, и такие решения приходят вдруг спонтанно. Все, о чем мечтал когда-то, скрыто. Вдруг раз. А давай рискнем, а давай построим, а давай уберем. А давай что-нибудь еще интереснее. Вот так. Ну, теперь еще будут удаляться все лаги. Еще здесь не песочница. Вот эти все лаги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Их тоже все еще будут снимать. Так что здесь будет песочница. Грабельками так это все почистит. Ну, в общем и целом. Ну, муж еще, конечно, здесь с лагами покорпеет, а я, наверное, все. У меня уже, наверное, здесь мало что зависит, кроме моральной поддержки. Хорошо. Кристина вышла, улыбается. Улыбается. Вот так, Кристина. Теперь зальем водой, и будет бассейн. Да, а там поставим кресло и будем загорать. А туалет пустал. А когда будем делать туалет, то на Жасмине напишем туалет, да. Вот так что у нас теперь вот так, видишь, Кристина? Да, тут нора. Тут какая-то нора, но она очень неглубокая. А там нету склада. Склад, мне кажется, вот в этом бетоне, там, наверное, капсула лежит забетонированная Да, в центре. Я всегда думала, как это в бетон засовывают капсулу. Где-то это же бетона как бы нет, так по всему с фундаменту. А тут, оказывается, как бы площадка. Ну, теперь я много чего знаю. Да, мы можем свое что-нибудь написать. Вот подписчики предлагают положить свою бутылку с письмом к предкам, которые захотят переделать несовременный пол через 50 лет. Да. Очень остроумно написано. А почему бутылки? Не знаю. Кристина, куда ты? Не надо здесь по лаку ходить. Куда ты? Побегаю. Куда ты? Зачем ты тебе сюда? Ну иди. Ребенок. Прыгай. Аккуратно. Вот так. Ну так ты же не какая-то я на низе. Да, мама. Кристина тоже уселась. Ну что, Кристина, как-то? Нравится? Да, так тебе.